Привет, я на Филипповском 13. Китай и США будут воевать. Конфликт практически неизбежен, и скоро мы станем свидетелями прямого военного столкновения двух сверхдержав. Во всяком случае, такой вывод делает авторитетный британский журнал The Economist. В этом выпуске мы обсудим, как Китай и США оказались на пороге конфликта. В 1949 году в гражданской войне в Китае победили коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Прежнее правительство, возглавляемое Чан Кайши, бежало на Тайвань и не признало победы коммунистов. Америка шокирована. Президенту Трумэну задают вопрос: как мы могли потерять Китай? Китай во власти коммунистов, а значит под контролем Советского Союза. В американской прессе появляется выражение «советско-китайский блок», который неизбежно сокрушит Америку и Запад. Коммунизм захватил пол Европы, а теперь еще и крупнейшую азиатскую страну. Американцы не смирились с потерей Китая. Трумэн отказался признавать коммунистическое правительство в Пекине, и США продолжали считать Чан Кайши законным главой китайского государства. А потом была война. В начале 50-х годов прошлого века в Корее сошлись в боях китайские и американские войска. Солдаты маршала Пен Дехуая то теснили подопечных генерала МакАртура, то отступали и в итоге завершили военную кампанию в ничью. Не смогли помочь получить коммунистам контроль над всей Кореей, но и не дали американцам захватить ее северную часть. После Корейской войны отношения между Китаем и США были еще хуже, чем между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Китай ультимативно требовал от американцев отказаться от защиты Тайваня, поскольку считал этот остров своей территорией. США полагали, что Тайвань должен оставаться вне контроля коммунистов из Китая, и заявляли, что будут его защищать. В Формозском проливе, который разделяет Тайвань и материковый Китай, периодически разворачивались боевые действия с применением авиации и артиллерии. В 50-е и 60-е годы этот пролив – одно из самых опасных мест на Земле. Советский Союз воспользовался победой коммунистов для того, чтобы крепче привязать к себе Китай. В 1951 году Сталин и Мао Цзэдун подписали советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Казалось, вот он, нерушимый альянс двух крупнейших коммунистических государств. Однако история внесла свои коррективы. После смерти Сталина и разоблачения культа его личности на 20-м съезде в 1956 году отношения СССР и Китая стали стремительно портиться. Мао Цзэдун болезненно воспринял критику сталинизма и репрессий. Кроме того, если к Сталину Мао относился с пиететом, то Хрущева откровенно презирал. Также китайское руководство осуждало Москву за то, что она пошла на компромисс с Вашингтоном и завершила трехлетнюю войну в Корее. Мао Цзэдун, напротив, хотел нанести американским империалистам решительное поражение, но без Советского Союза сделать этого явно не мог. Свою роль сыграл и отказ СССР помочь Китаю в разработке ядерного оружия. В итоге Китай решил эту задачу своими силами, став пятой ядерной державой в 1964 году. К концу 60-х годов советско-китайские отношения окончательно испортились, и стороны перешли от взаимных кулуарных и публичных пикировок к военным действиям. Два крупных приграничных столкновения между китайскими и советскими войсками произошли в 1969 году у озера Жалашколь и острова Даманский. Здесь пролили кровь наши товарищи. Здесь погибли китайские солдаты. Так за что и во имя чего? Китайское руководство считало коммунистов в Кремле ревизионистами, которые предали коммунизм и сепаратно договариваются с капиталистами в лице США. Именно такую реакцию в Пекине вызвала начавшаяся в конце 60-х годов политика о разрядке и отказе СССР и США от жесткой конфронтации. Мао рассматривал разрядку не иначе, как советско-американский сговор против международного коммунистического движения. Все изменилось в 70-е. Исторический визит в Пекин совершает президент США Ричард Никсон и его мозг, помощник по национальной безопасности Генри Киссинджер. Они встречаются с Мао Цзэдуном и договариваются об урегулировании американо-китайских отношений. Шах и мат Советскому Союзу. Китай фактически становится партнером Америки в холодной войне против СССР. Китайско-американские отношения теплеют, а советско-китайские только обостряются. В 1979 году дело чуть было не доходит снова до военного столкновения между Москвой и Пекином.
Китайские войска вторглись на территорию советского союзника – Вьетнама. Советский Союз угрожал Китаю последствиями и развернул оперативную эскадру в Южно-Китайском море. Однако Вьетнам, без перерыва воевавший с 40 по 1975 годы, вначале с японцами, потом с французами и американцами, справился сам. Через месяц после вторжения Пекин предпочел вывести войска с вьетнамской территории. После смерти Мао Цзэдуна в Китае начались экономические реформы, автором которых стал Дэн Сяопин, фактически управлявший страной в 80-е годы. «Социализм с китайской спецификой» – вот его лозунг. Однако, как выяснилось, социализм в Китае нельзя строить без западных инвестиций и открытия мировых рынков для китайских товаров. Именно в эти годы Китай начинает экономически покорять мир. Многие западные компании предпочитают перенести производство на китайскую территорию, что делает эту страну всемирной фабрикой товаров массового потребления. Но не только массового. Надо отдать должное китайскому руководству. Шаг за шагом оно создает в Китае современную промышленность и науку. Начинается золотой век китайской экономики, который продолжался почти 40 лет. После распада Советского Союза Пекин продолжал делать ставку на прежнюю политику и не высказывал никакого желания выбиваться в мировые лидеры. Все внимание только экономике. Это давало свои плоды. США воспринимали Китай как своего глобального партнера, младшего союзника. В американской элите находилось немало сторонников концепции «большой двойки» или американо-китайского кондоминиума. Соуправление миром, где Америка будет играть роль старшего партнера, а Китай – младшего. Два эпизода чуть было не испортили эту идиллию. Подавление студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году вызвало очень негативную реакцию на Западе. Против Китая были введены санкции, однако вскоре инцидент был исчерпан. А после попадания американского томагавка в китайское посольство в Белграде во время бомбардировок Югославии США откупились от Китая тем, что согласовали его вступление в ВТО. В 21 век Китай и США вступили в приятельских отношениях, однако вскоре что-то пошло не так. США становились все более зависимыми от китайского импорта, дисбаланс торговли рос. К тому же китайцы стали теснить американцев на их традиционных рынках в Латинской Америке, в Европе, в Африке, по всему миру. Китай вырос в первоклассного экономического конкурента США за счет возможности привлекать американские и в целом западные инвестиции и сбывать свои товары на глобальных рынках, а также за счет дешевой рабочей силы. Вместе с экономической мощью росли и геополитические амбиции Китая. Национальная задача воссоединения страны в 1997 году, согласно ранее подписанной с Маргарет Тэтчер китайско-британской декларации, Великобритания передала Китаю свою бывшую колонию – Гонконг. В 1999 году Португалия передала Китаю Макао, остался только Тайвань, однако США договориться не удалось. Постепенно в Вашингтоне приходили к мысли о необходимости сдерживать Китай. Практические шаги в этом направлении Америка начала делать после окончания первого президентского срока Барака Обамы. Однако конкретный антикитайский разворот начался при Трампе, который развязал против Китая полномасштабную торговую войну и даже выиграл первый ее раунд. Трампом дело не ограничилось. США твердо решили покончить с экономической зависимостью от Китая и ослабить конкурента на мировых рынках. Байден продолжил курс Трампа, еще больше ужесточил риторику. В Америке вспомнили, что Китай – это авторитарное государство, а значит борьба с ним неизбежна. Так, за 70 лет, с 50 по 2020, Китай и США прошли по кругу, от конфронтации к партнерству и снова к конфронтации. Сейчас США назначили своим главным противником Китай, причем официально. На первой же пресс-конференции Байдена в качестве президента США в январе этого года. Почему это произошло? Причины, прежде всего, экономические. Китай стал первой экономикой мира, если считать по паритету покупательной способности, и второй по номиналу. У США огромный дефицит в торговле с Китаем. Пекин является вторым по величине держателем бумаг американского казначейства, а значит, одним из основных кредиторов Америки. Китайские товары лишают американцев рабочих мест. В США производить слишком дорого. Решить проблему захвата Китаем лидирующих позиций в мировой экономике одними только торговыми войнами США уже не могут, а значит, будут применяться другие меры, в том числе военное и политическое сдерживание.
Экономика, а вовсе не геополитические амбиции Китая. Вот главная причина начала Второй холодной войны, основными оппонентами в которой будут Пекин и Вашингтон. Американо-китайское противостояние приобретает серьезный оборот. Трамп объявил, что США завершат ненужные локальные войны и сосредоточат все внимание только на Китае. Он даже сделал провокационный жест. Отменил американские санкции против уйгурских сепаратистов исламского движения Восточного Туркестана. Байден подхватил линию своего оппонента, вывел войска из Афганистана, пусть и путем катастрофы, и заявил о военных гарантиях Тайваню со стороны США. Реакция Китая была изначально недоуменной. Такое ощущение, что китайские элиты воспринимали все американские заявления о сдерживании Китая в качестве инструмента для выбивания новых экономических уступок с китайской стороны. На этой неделе посол Китая в США Цинь Ган вынужден был заявить, что у Пекина и в мыслях нет бросить вызов американскому лидерству. На заседании Национального комитета по американо-китайским отношениям он заявил: интересы КНР и США тесно взаимосвязаны. США является крупнейшим торговым партнером Китая. Китайско-американская торговля поддерживает более 2 миллионов американских рабочих мест. Мы тесно взаимосвязаны. Китай не делает ставку против Америки. Китайское руководство изо всех сил пытается отскочить от лобовой конфронтации с США и вернуться к тому удобному формату китайско-американских отношений, который существовал последние полвека. Думаю, не получится. Американская пресса полна нападок в адрес Китая. Газета New York Times утверждает, что Китай представляет собой наибольшую угрозу США. Wall Street Journal утверждает, что США теперь будут сосредоточены только на Китае, только на решении этой проблемы. USA Today обвиняет Китай во взломе серверов американской компании Microsoft. Наконец, газета Washington Post говорит о том, что НАТО теперь будет пристально следить за Китаем. Китайская пресса отвечает американской взаимностью. Газета The Global Times утверждает, что если американские войска высадятся на Тайване, Китай сокрушит их военной силой. Правительственное издание Жеминь Жибао говорит о том, что главная беда современного человечества – это лозунг «Америка превыше всего». Наконец, газета South China Morning Post подчеркивает, что США применяют двойные стандарты в борьбе с международным терроризмом. Они вывели из-под санкций уйгурских сепаратистов. А что Россия? Россия привыкла себя считать самым главным соперником Америки. Даже после распада СССР Москва постоянно оппонировала американцам по многим вопросам мировой политики. Теперь американцы назначили ей замену в лице Китайской Народной Республики. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что главный соперник Соединенных Штатов в мире — это не Россия, а Китай. Let's say China. 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 I love China. China. China all the time. Однако для России еще не все потеряно. Джозеф Байден скорректировал трамповскую повестку, объявив формулу Второй холодной войны. Демократии против автократии. В число автократий он отнес не только Китай, но и Россию. Мы в игре, пусть и вторым номером. Холодная война выигрывается не только с сверхдержавами, но и их союзниками. Мы уже наблюдаем, как американцы сколачивают антикитайскую коалицию. Великобритания в этом году объявила о возвращении к статусу полноценной мировой державы, приняла доктрину Global Britain и послала авианосную группу к берегам Китая поддержать своего американского партнера. Скорее всего, Америка сумеет убедить страны НАТО войти в антикитайский альянс. Кроме того, в американский лагерь попадает Япония и Южная Корея. В последний опрос общественного мнения уже показывает, что большинство ее жителей считают Китай более значительной угрозой по сравнению с Японией впервые в истории. Где-то работе США по сколачиванию антикитайской коалиции способствует сам Китай. Обострение приграничных споров Пекина с Индией на Тибете и Вьетнамом вокруг спорных островов в Южно-Китайском море подталкивает эти страны к союзу с США против Китая. У Китая с сильными союзниками складывается не очень. К их числу только условно можно отнести и Пакистан. Сложнее ситуация с Россией, которая во многом сегодня координирует свои действия с Китаем на международной арене. На военный союз Китай и Россия не идут.
Однако Москва очень нужна Пекину. В новой холодной войне главным театром, который является Азиатско-Тихоокеанский регион, Китаю критически важно обеспечить хорошие отношения с Россией. Во-первых, при нынешних раскладах Россия – это тыл Китая, а во-вторых, Китаю очень нужны российские энергоресурсы и военные технологии. А российский нефть и газ – это перестраховка на случай, если США блокируют по морю доступ Китая к энергоресурсам стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Российские военные технологии важны Китаю, потому что он по ряду направлений существенно отстает в этой области от Соединенных Штатов. Без них Китай не сможет вести боевые действия с США. Соединенные Штаты понимают интерес Китая к России. Вашингтону в борьбе с Китаем даже не нужен союз с Россией, достаточно ее нейтралитета. Вот почему США аккуратно намекает Москве на то, что Китай использует Россию и проглотит ее, поэтому лучше держаться от него подальше, а в качестве пряника американцы отказываются от санкций против Северного потока-2. Россия сегодня в положении выбора, который определит ее политику в мире в долгосрочной перспективе. Поддержать Китай и пойти на еще большее обострение отношений с США или дистанцироваться от США и Китая, от их схватки, сохранить нейтралитет и после возможной победы Америки остаться с ней один на один. Как может развиваться ситуация дальше? Скорее всего, новая холодная война – это всерьез и надолго. Самая горячая точка – Тайвань. Обе стороны могут использовать ее как для обострения, так и для урегулирования отношений, когда им это будет надо. Однако в ближайшее время оппоненты будут сосредотачиваться, искать союзников, наращивать военное строительство, вести информационную и торговую войну. Китаю в условиях противодействия США сложно будет расти экономически такими же темпами, как и раньше. Основная проблема китайских элит – объяснить это своему обществу, которое в последние десятилетия привыкло к постоянному улучшению качества жизни. Скорее всего, Китай в ближайшее десятилетие будет до последнего оттягивать жесткую конфронтацию, стараясь адаптировать свою экономику к новым реалиям и завершить программы военного строительства. Прежде всего, военно-морскую, потому что главный театр китайско-американского противоборства – Тихий океан. И если это удастся, у Пекина появятся шансы. Пока же все идет к тому, что сконцентрировавшаяся на главной проблеме Америка будет медленно додавливать Китай, пытаясь изолировать его на международной арене, создать ему экономические проблемы и взорвать социальную ситуацию внутри Китая. В общем, нас ждет интересное десятилетие противостояния Китая и США в мировой политике с непредсказуемым пока исходом. Противостояние, в которое наша страна, скорее всего, тоже будет вовлечена, как игрок второго плана. Эпоха однополярности завершилась. Место Советского Союза в негласной международной иерархии занял Китай, и многое вернулось. Хотя, конечно, любая историческая аналогия хромает. Посмотрим, как будут развиваться события. А мы на Филипповском 13 обязательно вам об этом расскажем.